Знаменитое Саламинское сражение стало переломным для греков в их освободительной борьбе против персов. После битвы при Марафоне в ходе греко-персидских войн в Афинах пришел к власти дальновидный архонт Фемистокл. Пока персы собирали армию для завоевания Эллады, этот афинский политик способствовал созданию мощного флота. Нужно сказать, что Афины получали большой доход от серебряных рудников, расположенных в Лаврионе. Когда от расходов на государственные потребности оставались значительные суммы, то остаток делился между афинскими гражданами. Фемистокл предложил направить эти средства на постройку кораблей. Предложение было воспринято весьма неоднозначно. Естественно, люди не хотели лишаться государственных средств. Но Фемистокл использовал свое красноречие и хитрость, чтобы изменить мнение афинян. Он понимал, что граждане не согласятся выделить деньги на корабли для борьбы с персами, поскольку не считают разбитых под Марафоном варваров серьезной угрозой. Поэтому он убедил сограждан, что мощный флот необходим для войны с островом Эгиной, который вел непрерывную войну с Афинами. В конечном итоге именно флот спас и Афины, и всю Грецию. В 480 году до нашей эры войско Ксеркса начало переправку из Азии в Европу. Кроме сухопутного войска, у Ксеркса был мощный флот, снаряженный покоренными морскими народами. Всю весну и лето персидская армия продвигалась вдоль побережья Эгейского моря. Попытка греческого отряда во главе со спартанским царем Леонидом преградить персам дальнейший путь окончилась неудачей. Греческий флот, встретивший персидские корабли у мыса Артемисия, вынужден был отойти к югу и стал у западного побережья Аттики. В битве при Артемисии эллинам помогли благоприятные погодные условия и военные хитрости Фемистокла. Сражение окончилось в ничью. Союзники не предотвратили продвижение персидского флота к Афинам, а флот Ксеркса не смог уничтожить греческий флот. Но первый опыт морской битвы с вражескими кораблями был очень ценен для греков. Эллины убедились в том, что могут противостоять численно превосходящему их противнику. Для большинства греческих моряков это сражение было первым. Полученный опыт пригодился им в решающей битве при Саламине. После поражения греков под Фермопилой путь на Афины и Пелопоннес для персов был открыт. Воины из пелопоннесских городов в спешном порядке стали собираться на Коринфском перешейке и возводить там стену, а союзные греческие корабли от мыса Артемисии отплыли к острову Саламин. Незадолго до вступления персов на территорию Аттики афиняне отправили послов в Дельфы, чтобы узнать от оракула о дальнейших событиях. Пророчество оказалось мрачным, предвещая гибель. Негативный ответ опечалил послов, и они решили снова обратиться к оракулу. Следующее прорицание оказалось немножко лучше. Ответ содержал фразы, которые Фемистокл использовал для того, чтобы склонить афинян к переселению на расположенный рядом с Афинами остров Саламин. Фемистокл на народном собрании убедил афинян, что упомянутые в туманном пророчестве деревянные стены – это афинские корабли, а слова о гибели сыновей относятся к персам. Для подготовки к сражению Фемистокл принял ряд декретов. В них говорится о мобилизации всего мужского населения, об эвакуации женщин, стариков и детей на остров Саламин, о возвращении изгнанных из Афин граждан для общей борьбы. Для поиска священной драгоценности, которая в неразберихе пропала из храма Афины, Фемистокл приказал обыскивать поклажу граждан и изымать чрезмерное количество денег, которые жители увозили с собой. Эти средства переходили в общественное пользование, и ими выплачивалось жалование экипажам кораблей. Главным начальником флота был назначен спартанец Еврипиад. Спартанцы плохо разбирались в тактике морского боя, однако главенство Спарты в военных силах союзников было обусловлено силой ее пехоты. Еврипиад хотел сняться с якоря и плыть к узкому Коринфскому перешейку, на котором находилось сухопутное войско Пелопоннеса. Но Фемистокл понимал, что лишь узкие проливы между островами и материком могут нивелировать численное превосходство флота Ксеркса. Поэтому он убеждал Еврипиада изменить свое решение. В ходе жарких споров Фемистокл сообщил Еврипиаду, что афинские беженцы могут вообще уплыть из Греции на своих кораблях и основать новый город в других землях. Еврипиад не хотел потерять важного союзника и начал колебаться. Своими доводами Фемистокл смог на несколько дней отсрочить отплытие союзного флота. Однако, когда неприятельский флот подошел к Фалерской гавани, а на берегу появилось громадное персидское войско, греки решили отступать. Фемистокл во что бы то ни стало стремился изменить такое решение, поэтому решился на хитрость. Одного из своих доверенных персидских рабов он отправил к Ксерксу с сообщением, что он переметнулся на сторону врага и предложил блокировать греческие корабли в Саламинском проливе, воспрепятствовав их бегству. Мол, таким образом можно уничтожить греческий флот. Ксеркс созвал военный совет, чтобы обсудить план дальнейшего
будущего завоевания Греции. Большинство военачальников советовало дать грекам сражение в узком проливе у Саламина. Лишь союзница персов, царица Галикарнаса Артемисия, ратовала за отказ от сражения. Она считала, что греческий флот не сможет долго сопротивляться и вскоре корабли уплывут в свои города. По ее мнению, поражение персидского флота в морском сражении могло повлечь за собой гибель и сухопутного войска. Но Ксеркс проигнорировал этот совет, приняв доводы большинства военачальников. Тем временем с острова Эгина прибыл бывший правитель Афин Арестит, ранее изгнанный из города. Перед лицом общей опасности он решил забыть о своем конфликте с Фемистоклом и служить под его началом. Когда греки поняли, что персидские корабли заперли их в Саламинском проливе, им ничего не оставалось, как готовиться к морской битве. Во главе отряда гоплитов Арестит был направлен на расположенный в проливе небольшой остров Пситалею. После его очистки от персидского гарнизона остров стал греческим плацдармом. Размещенный там греческий отряд уничтожал персов, спасавшихся с тонущих кораблей. Данные о числе кораблей союзного греческого флота, приведенные в древних источниках, существенно отличаются. Разные античные авторы указывают число трирем от 220 до 700, то есть кораблей с 3 рядами весел с каждой стороны. В истории Геродота приводится детальное описание состава Эллинского флота. Среди кораблей также были триремы с подконтрольных персов островов, перешедшие на сторону греков. Сведения о количестве суден во флоте Ксеркса, принимавших участие в битве при Саламине, также разнятся. Геродот пишет о том, что в начале похода флот империи Ахеменидов состоял из 1200 трирем, но по пути часть кораблей погибла во время бури около Магнесии, 200 на восточном побережье Эвбеи, около 30 кораблей греки захватили во время битвы при Артемисии. Современные историки оценивают количество персидского флота от 500 до 800 кораблей. Таким образом, персы обладали значительным численным преимуществом. У персов было достаточно кораблей, чтобы одновременно блокировать проливы Саламина и высадить сухопутный десант на Пелопоннесе. Однако они готовились к решающему сражению, чтобы полностью уничтожить греческий флот. Флот Ксеркса состоял из более опытных моряков. В состав персидского флота входили корабли финикийцев, наиболее опытных моряков того времени. Корабли же афинян были построены сравнительно недавно. Соответственно, экипажи греческих суден не имели большого опыта морских сражений. Морские битвы тех времен включали в себя повреждение вражеского судна тараном, расположенным на носу триремы. Таранный удар незащищенного бока вражеского судна требовал от капитана и гребцов хороших навыков. Геродот указывает, что корабли греков при Саламине были тяжелее вражеских и, соответственно, были менее маневренны. Это можно объяснить различиями в конструкции суден. Худшая маневренность греческого флота сказалась бы в открытом море. Но из-за скопления большого количества кораблей в узком проливе им было трудно разворачиваться, поэтому там маневренность была не столь важна. Больший вес трирем эллинов делал их более устойчивыми и менее восприимчивыми к таранному удару. А чем тяжелее судно, тем мощнее его таранный удар. Для греков единственной возможностью победить была битва в узком проливе, где численный перевес врага нивелировался. А персы, решаясь на битву в проливе, совершили стратегическую ошибку. Диодор пишет о том, что перед сражением Ксеркс направил египетский флот для того, чтобы блокировать противоположный пролив между островом Саламин и материком. Такой маневр говорит о стремлении навязать грекам решающий бой. В античных источниках битва при Саламине описана недостаточно подробно. Из-за общей неразберихи никто из ее участников не смог бы воспроизвести детальный ход событий, за исключением Ксеркса, который наблюдал за сражением с горы Эгалео. Но Ксеркс не оставил запись. Согласно Геродоту, афиняне заняли левый фланг, спартанцы – правый. Остальные эллинские корабли разместились в центре. Учитывая узость пролива, союзные корабли должны были располагаться в 2 линии, а персидские в 3 линии. Причем ограниченность водного пространства исключала возможность окружения греческих суден. Персы блокировали выход из проливов за день до предстоящей битвы. Свои триремы они ввели в Саронический залив еще ночью, дожидаясь рассвета для начала сражения. Напротив афинян были выстроены корабли финикийцев, а напротив спартанцев корабли ионийцев. Утром 28 сентября 480 года до нашей эры персидский флот начал наступление. После краткой речи Фемистокла греческие корабли тоже поплыли вперед под гимн «Вперед, сыны Эллады, спасайте родину, спасайте жен, детей своих, богов, отцовских храмы, границы предков, бой теперь идет за все». Когда персидский флот вошел в узкий пролив, его строй нарушился. Схитрив, эллины вроде бы начали отступать, но вскоре сменили направление и атаковали еще более нарушенный строй врага. Дальнейший ход битвы передан весьма схематично. Об общей неразберихе свидетельствует участник сражения Эсхин в трагедии «Персы». Морской бой заключался во взаимных таранных ударах кораблей,
в перестрелках лучников и во взятии вражеских суден на абордаж. Кораблей в проливе скопилось так много, что они мешали друг другу. Даже союзные триремы часто сталкивались с бортами, ломая друг другу весла. В такой давке более прочные греческие корабли имели преимущество. Поскольку все корабли были похожи, то союзники путали своих и чужих. В частности, когда царица Галикарнаса Артемисия очутилась между несколькими эллинскими суднами, то приказала капитану атаковать союзный персам корабль. Капитан греческой триремы принял корабль Артемисии за эллинский, либо, решив, что ее корабль перешел на сторону греков, прекратил преследование. В то время как греческие корабли уничтожали персов, судна эгинцев заняли место выхода в Саронический залив, уничтожая бегущих. Персы потерпели сокрушительное поражение. В ходе битвы погиб брат Ксеркса Ариабигн. О величине потерь свидетельствует то, что на следующий после сражения год у персов осталось лишь четверть кораблей от их былого количества. Согласно исследованиям немецкого адмирала Альфреда Штенцеля, потери персов составили около 200 кораблей, греки потеряли 40. После поражения на море Ксеркс опасался, что греческие корабли поплывут к Геллеспонту, чтобы преградить обратный путь его сухопутному войску в Малую Азию. С этой же целью Фемистокл на совете греческих военачальников предложил разрушить мосты в Геллеспонте. Однако Аристид возразил, что этого делать не следует, поскольку запертый в ловушке враг упорнее сражается. Фемистокл согласился с Аристидом и для того, чтобы поскорее изгнать Ксеркса из Греции, предпринял очередную хитрость. Он отправил к царю лазутчика с сообщением о том, что греки хотят разрушить мосты. Напуганный Ксеркс стал поспешно отступать. Необходимость возвращения царя на родину диктовалась и тем, что весть о крупном поражении персидского флота могла вызвать волнение внутри Персидской империи. При отсутствии царя это могло побудить покоренные народы к восстанию против ахеменидов. Битва при Саламине стала переломным событием греко-персидских войн. После отступления части персидского войска во главе с Ксерксом была предотвращена угроза завоевания Эллады. Однако один из главных военачальников Ксеркса, Мардоний, убедил царя оставить в Греции значительную часть сухопутной армии, ссылаясь на то, что персы сильны не морскими силами, а сухопутными. Судьба Греции решилась в последующей битве при Платее. О ее ходе я рассказываю в отдельном видео. Переходите по ссылке.